Вам здесь не место. Не надо придумать, не надо быть такой наглой просто. Вы понимаете, что ребенок инвалид? И что теперь? Кто устраивает травлю детей-инвалидов? Ему просто диагноз аутизм. Психическое заболевание, представляющее угрозу для окружающих, это совсем другое. Почему люди с ограниченными возможностями оказываются ограниченными от жизни? Вы говорите, что это не проблема? Она еле передвигается, и это не проблема для нее зайти в ваш магазин? Возможно, поэтому инвалиды боятся выходить на улицу. Ты ничего не добьешься в своей жизни. Слейся, вскройся, убейся. Инвалидов не пускают в кафе и аквапарки, гонят с детских площадок, открыто унижают. Что не так с теми, кто вроде бы здоров? И как быть тем, кто хочет жить полноценно? Далее в специальном репортаже, как инвалиды вынуждены отстаивать право на жизнь и почему колясочникам приходится возить с собой деревянные брусья. Вы говорите, что это не проблема? Она еле передвигается, и это не проблема для нее зайти в ваш магазин? Это единственный доступный магазин для нее. Жестокий мир у нас в стране. Часть людей очень добрые, а часть людей вот такие злые, что вот вообще изгои, как будто мы. Вероника Багина и ее сын Лев тоже получили отказ на посещение аквапарка. Женщина рассказывает. Они специально ехали на социальном такси на другой конец Москвы, чтобы всего лишь немного поплавать. Отворот-поворот. Вы вызвали этого менеджера, кто объяснял. Сейчас вам объяснят. И она вот полчаса, сколько я не уговаривала, не умоляла, все равно. Коляска, и я еще так хожу. Поэтому вот не пусть полчаса она со мной припиралась, и так и ни за что. Никаких бумаг не показывали, конечно. Просто она говорила, не положено все. И у Вероники, и у ее сына Льва диагноз ДЦП. Женщина с трудом, но все-таки может перемещаться хотя бы в пределах квартиры. Сын же практически все время находится в инвалидном кресле. 40 секунд и несколько метров из комнаты до кухни. Потом короткий отдых на стуле и обратный путь. Это максимальное расстояние, которое может преодолеть Лев при помощи ходунков. И только в специальной ортопедической обуви. Говорит, из дома выходит редко. Не хочется становиться объектом насмешек. Ты даун, ты инвалид, ты ничего не добьешься в своей жизни. Слейся, вскройся, убейся, выкинься и так далее. Немного тупенькие, они не знают, как это. У них интеллект нельзя. Они не понимают. Надо менять, короче, вот само общественное мнение. Как-то вот воспитывать людей, чтобы они были вот более благосклонны. Вероника и Лев живут на первом этаже. В подъезде установлен специальный подъемник. Правда, работает он, по словам женщины, с перебоями. А на улице, говорит Вероника, доступная среда для нее и сына, по большому счету, заканчивается. Частная поликлиника, платная поликлиника, и нет пандуса совсем. Отсутствует. То есть вы вообще не можете никак туда попасть? Да, если не ходишь, то, конечно, не попадешь. Даже если плохо ходишь, то тоже с палками, например, тоже сложно. Вероника на электрическом скутере для инвалидов едет по своему району. Радиус передвижения, говорит, небольшой, все вблизи дома. Если нужно ехать дальше, приходится заказывать социальное такси. Порой хочется просто посидеть с сыном в кафе, как обычные люди, где-то недалеко от дома. Но доступные для входа заведения еще надо поискать. И не можем зайти в такое кафе. Недоступно из-за того, что нет пандуса. Не сможем забраться в такое крыльцо. Он очень любит кафе, мой сын, но недоступно вот это все. А это ближайший к дому женщины продуктовый магазин, примерно 300 метров от подъезда. Здесь, говорит Вероника, ее знают все, но и тут приходится постоянно мучиться. Пандус есть, но в конце пандуса, вот там подлянка. Вон там ступенька в конце пандуса. Я доску несу, чтобы им апгрейдить. Доску подложу, тогда я смогу проехать. Здесь вот зазор маленький, поворот. Сложно развернуться еще. Казалось бы, всего 5 сантиметров. На что они вообще могут повлиять? Но для колясочников, объясняет Вероника, это настоящая беда, непреодолимое препятствие. Чтобы попасть в магазин, женщине приходится возить с собой деревянный брусок. Она встает со скутера и кладет его под колеса. А те, кто парализован полностью, заехать не смогут совсем. Да, сейчас вот. Доделать всего лишь чуть-чуть цементом, и они не могут это сделать, сколько раз я обращалась. Видимо, меня не понимают. Вот приходится самой вот это вот все доделывать. Зачем пандус нужен, если он недоделанный до конца? Этот вопрос задаем директору магазина.
Я столько раз пыталась это сказать, и никак меня не понимают. Мне сказали, я сделал. Да, я говорила много раз сюда. Кому говорили? Лет 5 Я уже в первый магазин, раз я каждый раз заезжаю, я каждый раз очень сложно говорю, вот вызовите мне директора или там управляющего. Мужчина говорит, о проблеме слышит впервые. Веронику знает как постоянную покупательницу, но жалобы, мол, никогда не поступали. Ну вот я решила, в том-то и дело, что Мне жалко, что 200 рублей. я решила показать, как это должно выглядеть. Ему говорила, человеку этому, вам говорила, что у вас вот здесь вот всего лишь с цементом полчаса сделать. Я подарю эту доску и оставить эту доску можно? Вы только что сказали, что положить дощечку или зацементировать дело 200 рублей. Другой сотрудник магазина говорит, вообще не понимает, в чем проблема и из-за чего столько шума. Вы говорите, что это не проблема? Она еле передвигается, и это не проблема для нее зайти в ваш Просто магазин. я доступным языком Это хотела единственный объяснить. доступный магазин для нее, и она не может в него нормально проехать. Вы считаете, что это нормально, и это почти не проблема? Человека-инвалида не должно интересовать, чье это дело. Если есть проблемы, то их нужно исправлять, потому что она имеет такие же права оказаться в этом магазине, как и Девушка. здоровые люди. Я еще раз. Без обид просто, не надо обижаться. Про это приезде я первый раз от вас слушаю. Я просила Вот каждый вам раз. рассказываем, если вы первый раз слышите, решите, Да, пожалуйста. Все. Решим что-то. Через 2 дня то, за что 5 лет боролась Вероника Багина, наконец было сделано. Возможно, она сумела достучаться до предпринимателей, а может быть, помогла наша камера. В любом случае, теперь женщина и другие колясочники могут спокойно заезжать в магазин. Вот сделано, молодцы. Не такие, как все, поэтому недостойны быть наравне с остальными. Порой именно так общество относится к людям с инвалидностью. Они ловят на себе пренебрежительные взгляды, терпят издевательства и выслушивают оскорбления просто из-за своего не всегда обычного внешнего вида. Они такие же, как все. Эту фразу постоянно приходится озвучивать, чтобы объяснить очевидное. Инвалиды не изгои. Они имеют право получать все то же самое, что и абсолютно здоровые люди. Правда, порой все же сталкиваются с агрессией и унижениями. Но в таких случаях те, у кого проблемы со здоровьем, выглядят достойнее тех, у кого проблемы с воспитанием и совестью. Вот сделано, молодцы. Вот так образцово сделали. Куда? Да, На коленке? Да, на коленке. Ага, держи. Да, вот это коленки, стул, вот передвигаем. Чуть-чуть там обозначить. Например. На коленке все размешиваем. Как обычно художники работают. Я еще стихи пишу. Плюс Ну, вот вообще такая- творческое, конечно, Да, очень. только реализации мало, конечно. Ну, вот 3 союзов зато. Уже на этот момент. Мгм. Ну, мало выставок таких вот что платных сейчас. Это вот луч света, это вот влетает голубь, как такая антипология. Кто увидел, тот как бы благословение получил. А кто не увидел, тот прошел мимо и остался таким вот серым и непрозрачным. Но это 6-й уже пост, как бы другая немножко тема.